Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня уже, наверное, 8-я часть видео о моих косметических запасах. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня я вам покажу кусковое мыло. В принципе, каких-то таких глобальных изменений у меня не произошло. Пара кусочков использовалась. Один, наверное, добавился, как-то так. Вот. Ну, потому что у меня не 7 по лавкам, у меня всегда стоит как жидкое мыло в ванной, так и кусковое. То одним попользуешься, то другим, поэтому, в принципе, расход у меня небольшой. Периодически что-то я дарю, что-то мне дарят. Сразу напомню для тех, кто не смотрел предыдущие видео или впервые на моем канале, что у меня, как правило, всегда такие видео, они совмещаются с уборкой. Такое примерно бывает раз в полгода. Ну, как правило, стараюсь убираться и, соответственно, заодно снимаю. Ну и снимаю я видео 13 апреля, а выложу, возможно, значительно позже, потому что мы не знаем, что будет с Ютубом, как будут обстоять дела. Ну и, соответственно, я приняла решение сейчас снять видео впрок, пусть они будут в отложенном формате, мало ли что. Вот. Чтобы уж если вдруг какое-то время мы не будем иметь доступа к Ютубу или к загрузке видео, то сами видео будут выходить. Ладно, давайте приступим. И да, я не привязываюсь к срокам годности, потому что я знаю, как делается косметика, и поэтому я четко знаю, что с ней ничего не будет. Начну я с нового мыла в своей коллекции. Это мыло кокосовое, вот такое. Вот. Это я привезла из Питера, мне подарила Оля. Привет тебе и огромнейшее спасибо. Мыло потрясающе пахнет. Я его уже открыла, я даже показывала в какой-то косметичке на месяц. Мне кажется, то ли на февраль, то ли на март. На март. По-моему, да, на март я показывала. Оно очень классно пахнет, вот так выглядит. Вот я сказала, что я половинку отрежу, потому что большой кусок. Поиспользую, потом использую что-то еще, потом вернусь к этому мылу. Но пока у меня до него руки не дошли, вот я как на Новый год в конце декабря поставила мыло от Oriflame, елочка, оно мне так, в общем-то, и лежит, потому что мыло от Oriflame, честно говоря, отвратительное, хоть его там и хвалят. Но с тем же успехом могу сказать то же самое и про свой любимый Faberlic, про кусковое мыло, и про Avon могу то же самое сказать. Я не знаю, как они делают мыло, что, ну, вообще, ни аромата, никак он не раскрывается, ничего. То есть, вроде, да, лежит, не трескается, не раскисает, как бы, ну, мылиться сложно. Но, собственно, вот в основном у меня именно такое мыло и есть. Значит, Beauty Cafe ванильное лакомство. Упаковка потрясающая. Собственно, наверное, многие из нас и начали коллекционировать изначально из этих вот милых шуршащих упаковочек. Из этой же серии есть мятный шоколад. Тоже классное оформление. Ну вот как пройти мимо, как не купить. Сейчас я уже себя 100% сдерживаю, а раньше было сложно. Серия Ля Крем. Вот питательное такое мыло с миндальным молочком, молочными протеинами. Здесь кусочек прямоугольный, такой плоский, а здесь овальный кусочек такой, беленький, насколько я помню. У меня из этой серии есть еще с инжиром ухаживающее мыло, с соком инжира, молочными протеинами. Вот эти вот кусочки 65 грамм. А вот эти по 70. Хотя иногда у Faberlic бывает так, что они потом меняют граммовку.
Есть мыло вот такое Майхани. Когда я зарегистрировалась лет 6 назад в Faberlic, оно, ну, как бы эта серия была, но мне почему-то с ней не везло. Я в итоге смогла урвать только вот кусковое мыло. И, в общем, оно у меня так и лежит, ну, как бы такая редкость, жалко использовать. Здесь 65 грамм. Еще тоже, в общем-то, теперь редкость. Солнечная облепиха. Но вот эта облепиха никогда не пахла, в принципе. Еще у меня есть мыло Faberlic «Путешествие к солнцу», турецкая ривьера. Это морской бриз, зеленые сосны. Вот гель для душа действительно пахнет зелеными соснами. Ну, вот соснами вообще. Не знаю, как вот с этим дела обстоят. Еще из серии Beauty Cafe у меня лимонная Монпансье. Есть аромат. Но вот этот я помню, что мне не нравился никогда. Пахло каким-то парафином, вот чем-то таким. Вишневый конфитюр. Очень люблю этот аромат, очень эту серию люблю. И все-таки до чего красота. Из серии оранжерея у меня есть вот роза, Ее Величество роза. Это как вот в L'Occitane розы 4 королевы. Один в один аромат. И вообще вот здесь прям закос такой. Правда, под L'Occitane. Правда, у них такое квадратненькое плоское мыло, но вот. И из этой же серии у меня есть, ну ладно, оно мне попадется, покажу потом. Также от Faberlic Fleur de Provence, лаванда и мартель. Красивое также оформление. Ну вот приятно пошуршать, поперебирать. От Faberlic есть вот мыло в форме сердечка. Здесь 75 грамм. Ну, из этой серии кусковое мыло я не пробовала. Так, здесь тоже там 65 грамм. Вот еще такая редкость. Ароматная земляника. Вообще химозненький был аромат. У гелей, там у мыла, у всего прочего химозненький. Но помню, был крем, и вот он мне почему-то зашел. Он пах какой-то зеленью. Дальше из серии оранжерея уже вот такое оформление, или папоротник. Тоже красотища. А вот как раз из этой серии оранжерея в том еще оформлении. Вот такое вот мыло. Это грациозный гиацинт, и я, пожалуй, его в память о маме оставлю, не буду использовать. Ей это очень линейка нравилась. Вот. Ну, насколько я знаю, в этой линейке они вообще у Faberlic, допустим, вот, ну, к примеру, да, там вишневый конфитюр, и у каждого продукта разное оформление, и бывает даже ароматы отличаются, вот, и кому-то пахло сиренью, но вот мама постоянно пользовалась гелем для душа, и там 100% был гиацинт. А ничего другого как бы мы не смогли достать. Вот мыло, но, так сказать, вот. И еще из этой серии милый жасмин. Ну вот у геля классный аромат у меня есть такой. Дальше серия Ля Крем Faberlic с кокосиком. Увлажняющее мыло. Beauty Cafe. Спелая смородина. Это, наверное, я точно оставлю в память о маме. Пусть лежит. Потому что она обожала еще смородину. Это прям вот в косметике. И вообще. Beauty Cafe малина и белый шоколад. Вот красиво же, да? Так, и я все двигаю в линейку. Все это выкладываю. Давайте же, что ли, вот так. Нет, пусть лучше так. Потому что тут еще много всего. От Faberlic у меня есть Дикая Африка,
Киваноэ Амарилис. Еще Карибский бриз, сочные ананасы карамбола. Далее балийская идиллия, молоко кокоса и гибискус. Приятно пахнет так кокосиком. Ну, по крайней мере, гель для душа. От Avon Senses энергия цитруса, зеленый чай, вербена. Это я к тому моменту уже сама мыло-то не покупала, но я брала, кажется, спрей для тела и просто в комплекте шло, поэтому у меня имеется. Давайте-ка я немножечко вот так вот опущу уже штатив. Из этой же серии есть мыло «Райский сад», ароматичный райский сад с ароматом экзотических фруктов и пиона. Кстати, мыло 75 грамм, оно такое овальное. Вот это тоже овальное мыло. Ну, это, я думаю, такое. Вот, это мне присылала Марина Лимон. Привет и спасибо огромное. У меня есть такой гель для душа, очень приятный, нежный аромат. И также мне Марина еще присылала мыло освежающая морская лагуна с ароматом сочной груши. Помню, у меня был такой гель и жидкое мыло. Очень приятный аромат, и там пахло то морским ароматом каким-то, то грушей, в зависимости от температуры воды. Я не помню, вот холодная, горячая, что при каких обстоятельствах. И, по-моему, Марина мне еще одно присылала мыло, но я его уже использовала. И, кстати, по подаркам от Марины, она мне еще прислала вот такое мыло. Это Organic Beauty, мыло шиповника персиковое масло, содержит натуральные экстракты. Мне еще присылала какое-то синенькое или фиолетовое, я уже использовала. Ну и вот это вот в запасе. Спасибо, Марина, огромное. Далее у меня есть мыло такое орхидея. Но это маме на работе давали. Ну, как мама сказала, оно такое себе. Вот, она всегда какое-нибудь другое покупала. Ну, а это просто приносила так. Вот я в коллекцию оставила. Также, по-моему, тем же самым образом попало к нам вот такое мыло, садовый букет. Ну, красивое оформление. Тут обычный кусочек. И здесь вот он, в общем-то, самый-самый простой. И здесь такой. Вот он розовенький такой. Но, кстати, знаете, аромат очень приятный. Но я думаю, что может и либо раскисать, либо растрескиваться. Не знаю. А вот этот кусочек, это мне дарила моя ученица Аня. Но она уже не занимается давно у меня. Она делает косметику. И в том числе мыло. И такая предыстория, я рассказывала ее, что она как-то мне принесла мыло и говорит, чем пахнет? А я сказала, что пахнет, по-моему, я сказала, лаврушкой пахнет. А это было, я не помню, по-моему, какое-то оливковое. И она в итоге мне принесла вот такой кусочек мыла на пробу. Это она говорит, что вот это как раз лаврушка. Но, знаете, пахнет дымком. По идее, его надо уже использовать. Оригинально пахнет. Ну, вроде как тоже жалко. Вот, знаете, сама делаю мыло, сама продаю, сама дарю. Говорю, не жалейте, там все такое. А вот жалко. И причем фигурное мыло, которое, да, я делаю, жалко, потому что, ну, вроде фигурки. А это, ну, это как бы память о человеке. Еще как-то вот такое вот маме на работе давали мыло. Детское, красавчик. Ну, упаковочка тоже очень красивая, а само мыло, оно ничем как бы не примечательное. Обычное. Как-то я покупала на пробу для интереса туалетное мыло вот такое с ромашкой. Я еще с яблоком брала.
Потому что я люблю мыло с яблочком, с ромашкой. Ну, вообще такие ароматы. Ну, в принципе, никакое мыло. То есть марка каждый день хорошая, но вот по поводу мыла могу сказать, что оно такое себе. Но при этом стоит копейки и имеет место быть в конце-то концов. Пусть будет в коллекции. Я единственное, что вот видела, очень жалею, мыло, там такая бумажная упаковочка тоже, яркая, там разные, зеленые, синие, с птичками. Как-то они так назывались, я сейчас уже забыла. Но аромат прям вот из детства. Ну, я по 39 рублей, оно было по акции, я его не купила. Ну, я покрутила в руке, думаю, можно взять, а потом думаю, ну, у меня мыла много, ну, куда его? А потом уже пожалела, и когда увидела, оно уже было все, вот, знаете, все упаковки вскрыты, валялись рваные, и при этом ценник был к 100 уже приближался, ну, то есть, ну, это уже нет, я решила не брать. Вот такое мыло «Весна», хорошая марка. Здесь олива и миндальное молочко. Аромат очень приятный, но мне пахнет, знаете, такими то ли воздушными шариками, то ли чем-то таким. Ну, вот. А потом, где же я брала-то? В магазине, то ли бьюти, как-то он назывался, маркет, что ли. Потом улыбку радуги там открыли у нас. В общем, но и фикс прайс такое мыло продавалось. Это вот это мыло Fresh. Здесь у меня мандарин и белый чай. У меня 3 упаковочки. Вот. А потом у меня 3 упаковки из этой же серии инжир и лаванда. Такие. 2 упаковки мыла клубника и киви. Вообще, знаете, несмотря на то, что это мыло очень копеечное, оно очень классное. Ну, по форме, вот у меня одно открыто. Вот оно такое. Очень стильное. Видите, удобно держать в руке. Оно очень хорошее по своим свойствам, по внешнему виду. Как видите, это прям реально стильное, красивое мыло такое. Вот. Я была поражена, удивлена качеству этого мыла. Оно прям такое кремовое. Вот я даже сейчас держу в руках, оно прям вообще такое классное. Это, вот, наверное, следующее я это открою, потому что это просто удовольствие. Не знаю. И только единственное, что вот заявленные ароматы, а как по мне, но не только я заметила, что в принципе ничем особо не пахнет. Нет, ну вернее есть какой-то аромат, но он везде одинаковый, это явно не клубника и киви, хотя первое время мне вообще казалось, что нет запаха. Но вот сейчас вот мыло полежало, но вот когда в прошлый раз я снимала, я прям явно чувствовала этот аромат. Сейчас я чувствую, что это просто косметическое. Вот, но хорошее мыло могу посоветовать. Если еще не брали, возьмите. Мыло правда достойное, несмотря на то, что оно дешевое. Вот. Еще у меня есть, это я покупала, по-моему, в Магнит Косметик, когда вот еще тоже все это коллекционировала, все дела. Купила мыло Факс с яблочком, оно такое овальное. Потом Люкси, там что, земляника и, наверное, какая-нибудь клюква, что-нибудь. Краснодарское туалетное мыло с ароматом ландыш. По-моему, я из Питера привозила в магазине «Семья», там рядом с домом. Вот. Потом Люкси пачули и черная орхидея. Такое мыльце есть. Какой-то я брала по несколько штук. Что-то я в посылочках там девчонкам отправляла, маме давала на работу. Она говорила, вот, ну это тоже не помню, то ли Люкси, то ли Факса набрала. Она сказала, что, ну, как бы пахнет вроде приятно, а само по себе мыло по качеству не очень. Вот еще такое с яблоком у меня Люкси есть. Также маме на работе давали
мыло аромат цветов. Ну, им просто как бы давали там мыть руки. Они все равно все другое приносили из дома, покупали подороже. Но это типа так, по хозяйству дома, если. Вот еще Energy Luxia, грейпфрут и лемонграсс. Потом мыло Факс, лесные ягоды есть у меня. Так. Вот это детское мыло с чередой, ромашкой, чистотелом и подорожником от фабрики Свобода. А я не помню, честно говоря. То ли маме давали, то ли еще что-то. Ну, с чередой, ромашкой, это прям чистотел, подорожник, все классные, честно говоря, эти компоненты. Можно было попользоваться. Ну, не знаю, потом когда-нибудь. Есть у меня еще мыло от фабрики Свобода, вот, ну, балет. Но вообще у меня было два таких кусочка. Один я использовала, вот один оставила в коллекцию. Но честно скажу, что вот, например, тональный крем балет мне нравится. Он очень классный. Мне также нравится массажный крем. Потом, вот если балет говорить, да, нравится потом еще от фабрики Свободы дневной крем, вечерний в качестве маски наносить, крем Карина нравится. Но вот это мыло, оно, знаете, такое, оно, по-моему, то ли растрескивается, то ли раскисает, ничего особенного, в общем. Еще у меня от 100 рецептов красоты есть мыло. Я тоже брала по несколько штук. Значит, что, с алоэ. Вот как раз с алоэ я одно использовала, и одно у меня лежит в коллекции. И еще у меня два оливковых. Вот. Ну, вот вообще косметика 100 рецептов красоты, она мне нравится, но мыло я не помню, честно, вот по качеству абсолютно не запомнилось. Но, например, крем его в запасы лучше не брать, потому что свойства хорошие. Там вот и у меня и с кокосом, и смузи фрукт. Но, к сожалению, очень быстро прогоркает. А еще у меня есть детское туалетное мыло. Вот такое, это тоже маме давали на работе. Вот. Это мыло я делала сама, типа как для папы. Но это первое мое мыло, просто самое обычное с заливкой. У меня была еще отдушка Gillette. А вот это мыло, но оно тоже уже давно стоит. Я маме делала на Татьянин день. Вот такого ангелочка делала. Ну и, в общем, вот, сохранила. Но помимо этого я в прошлом видео показывала, что у меня очень много хозяйственного мыла, такого советского, прям советского. То есть маме давали на работе, но еще у бабушки прям старое мыло. Вот, но я сейчас уже не понесу эти коробки на самом деле, хотя, наверное, могу сейчас. Сейчас посмотрим. Так, я вышла на балкон. Вот здесь вот у меня, так, не вот в этой только коробке, как бы мне ее так. Сейчас, минутку. Вот в этой коробке хранится мыло. Ну вот даже видно, вот оно старое мыло. Это вот маме на работе давали, а это вот у бабушки. Бабушкина. Такое мыло прям советское. Ну, кстати, оно так приятненько пахнет. Я имею в виду, что не так, как вот, знаете, современное мыло, которое еще вылежаться должно. Но вот оно уже вылежалось. Ничем не пахнет таким неприятным. Да, вот видите, как я снимала для вас все эти запасы, что попачкалось. Ладно. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения.
До скорой встречи. Пока-пока.